И ничего в этом страшного не будет, потому что это дерево сверлится не очень хорошо. Да, правильно, сложнее попасть. Приступим к сборке стенда. Начнем с бака, радиатора и расширительного бачка, а также с креплений двигателя. Вот это болты для расширительного бачка выделяются на фоне остальных. Вот в этом месте штуцер сброса давления не дает закрутить до конца пробку, поэтому я сейчас сам штуцер закручу до конца, потом бормашинкой чуть-чуть сниму с него и поставлю пробку. Так, а он еще и внутри вылазит и будет, возможно, не давать закрутить пробку. Сейчас проверим. Ну вот, закручен. Пробка, естественно, не встает. Я сделаю по-другому. Я его посажу здесь на фиксатор резьбы, закручу за подлицо вот тут и потом сфрезерую. Сейчас принесу фиксатор резьбы. Так, возьму вот такой синенький. Нанесу еще вовнутрь. Еще надо, по правилам, надо наносить на обе поверхности, и внутри, и снаружи. Излишки сразу убираем ветошью. В таком положении все, значит, так и должно быть. Пробка закручивается, значит, его надо просто посадить на фиксатор резьбы. Все отлично, трогать не буду, пускай высыхает. Теперь нам нужно нижний штуцер, который будет, собственно, с радиатора сбрасываться излишки. Для герметичности также посажу его на фиксатор резьбы. Можно, конечно, в данном случае использовать герметик, но я использую фиксатор резьбы, ненадежнее. И он также полностью герметизирует резьбу, и протечки никакой не будет. Вероятнее всего, после такого количества фиксатора он вряд ли выкрутится без серьезного нагрева, но нам выкручивать его не нужно. Закручу до конца резьбы без особого усилия, потому что здесь фиксатор, и он уже все зафиксирует намертво. Так, излишки убрали ветошью. Здесь также все, что вижу, убираю ветошью. Все, не трогаем. Руки после фиксатора липкие. Сейчас помою, очищу бачок тоже и продолжим. Вторая салфетка и очищаю бачок. Пока это удобно сделать. Что залапаю, очищу потом. Переходим к установке. Сейчас перед тем, как ставить расширительный бачок, начну с ножек. Вот ножки. Собственно, вот такие. Такие же точно ножки у меня на вот этом сварочном, просто рабочем столе. На прессе такие же ножки. Хорошие ножки, никаких проблем с ними нету. Сейчас займемся установкой. Облокотил стол на табуретку, чтобы было удобнее. И сейчас вернемся к кручиванию. Если сейчас не пойдет, то возьму мечик, чтобы разработать резьбу. Так, этот обратно загрузится хоть. Этот обратно закручивается, значит проблемы с резьбой в ножке. Окей, давай попробуем другую. Не может же быть резьба другая. Нет, резьба та же самая. Да, просто тугенько идет. Так, раскрутилась. Надо взять ключ. Вот еще. Пробилась резьба после покраски и пошла легко. Закручиваю до конца, потом отрегулируем. Тугенько идет. Да, снимается краска, которая внутри на болте, и остается в гайке. Все пошло легче. Сейчас принесу мечик, все-таки стоит пробить резьбу. Мечик здесь, шуруповерт. Да, серьезное усилие.
сразу, пока у меня мечик в руках, прочищу резьбу во всех болтах М10, чтобы потом этим не заниматься. Не болтах, а гайках. До этих я шуруповертом не подлезу, поэтому это я сделаю вручную. Вот такое приспособление у меня есть, возможностью зажимать квадраты. Нет, облом, и здесь оно не подходит, придется использовать ключ. Ключ на 6, и потихоньку буду здесь это делать. Так, начал. И все те же самые процедуры повторяем с резьбой М8 и потом М6. Теперь переходим к установке расширительного бачка, болты М6 под отвертку PH3, расширительный бачок. Поехали. Только нет, предварительно я хочу пропылесосить, чтобы не было вот этой краски, которая насыпалась. Подложу шайбочки под болты, чтобы краска не мялась. Также я уже заметил косяк, который я забыл сделать, который нужно исправить. Я забыл просверлить в полке два отверстия. Одно под шланг в расширительный бачок, второе под провода с аккумулятора. Их, конечно, можно кинуть и вот так, и ничего в этом страшного не будет. Конечно, красивее было бы, если бы они шли внутри, но я еще подумал, как это сделать. Пока что прикручиваем расширительный бачок. Вот так это получилось. Вот так это выглядит снутри. Также сейчас принесу, поставлю аккумулятор. Аккумулятор я взял автомобильный. Это с моей машины. Прошлый я поставил помощнее. Этот хороший, 23-го года, поэтому проблем никаких не будет. Он живой полностью, но для моей машины хотелось бы побольше, посильнее. Но все-таки фэды случаются, и теперь мне нужно делать 3 дополнительных отверстия в полке, что, конечно, испортит эстетический вид. Подкрашивать я уже не горю желанием. Скорее всего, так и оставлю. Но мне надо одно отверстие здесь для выхода проводов с аккумулятора. Вот оно пойдет. А нет, провода от аккумулятора пойдут сюда, потому что здесь приборная панель. Поэтому для аккумулятора можно и не делать отверстия, они придут сюда. Ну, здесь топливный бак. Надо его поставить, посмотреть. В общем, помимо этого, мне надо сделать еще отверстие вот здесь, сверху. Вот так, чтобы смотреть, какой уровень в расширительном бачке. В нем нет никаких индикаторов, ничего. И одно отверстие здесь, которое соединит вот этот штуцер со штуцером радиатора. С вот этим. Я за кадром немного подготовился. Взял серьезный шуруповерт, батарейка и коронка на 63 миллиметра. Давайте сравним ее с крышкой.
Возможно, и большевато на 63. Но с другой стороны, вот, будет удобно заливать жидкость. Будем сверлить. Потому что это дерево сверлится не очень хорошо. Я уже наметил центр отверстия. Сейчас я найду что-нибудь, чтобы закрыть. Положить наверх, чтобы закрыть расширительный бачок от возможности. Хотя, наверное, лучше его снять и потом заново прикрутить, чтобы его не повредить. Когда делаешь фристайлом, все, много не получается продумать с первого раза, и приходится вот так доделывать и переделывать, что, конечно, не очень комфортно и портит эстетический вид, потому что здесь сейчас будет непрокрашенное отверстие. Также вот здесь видно, уже краска полезна, потому что с баллончика эта краска, не знаю, она сохла больше недели, но все равно она еще не полностью высохла и вот так мнется. При том, что я подложил шайбу. Если было бы без шайб, краску просто бы завернуло. Так, убираем все сюда. Оставил первую скорость, чтобы не горело дерево. Попадаем в центр. Вот что получилось. Так, сразу можно просверлить это второе отверстие здесь. Сейчас я подготовлюсь. Так, коронка 19 миллиметров. Буду сверлить прямо как можно ближе к углу, насколько позволит шуруповерт. Вот так-то будет. Как будто он висит или что. А, вот все выходит. Готово. Так, я тут немного прибрался и установил расширительный бачок. Попал я идеально, ровно пробкой, поэтому будет удобно его и заправлять, и контролировать уровень жидкости. Ну, тут немного краска слезла, пока сверлил вот это отверстие. Сейчас займемся установкой радиатора. Так, вот радиатор. Радиатор от какого-то китайского мотоцикла, не помню какого, это не важно. Он мне подходит идеально по размеру. Есть два вентилятора, которые я запитаю от разных датчиков. Вот один вентилятор на 90 градусов. Чай разлил. Вот на 90 градусов датчик. И второй будет, пока не знаю насколько, это надо будет определить экспериментальным путем, чтобы включались вентиляторы по отдельности. Резинки здесь есть, на болты вот, можно переходить к установке. Неправильно поставил его. Так, правильно. Вот правильно, сложнее попасть. Натягиваю не сильно. Если будет раскручиваться, тогда посажу на фиксатор резьбы. Отлично, теперь надо подобрать шланг, чтобы их соединить. Радиатор и расширительный бачок между собой. В общем, вот такой шланг. Вот такой толстый.
Этого, конечно, излишне для расширительного бачка, но за неимением другого будем использовать его. Он так плотно держится, что его можно даже не обжимать. Получилось как-то так. На данный момент ничего не обжимаю. Обжимать уже буду при заливке антифриза и подключении двигателя. Следующим будет топливный бак, но сперва мне надо прочистить вон ту одну резьбу. Сейчас этим займусь. Хочу показать, как мне удалось подлезть туда. Ничем мне невозможно было подлезть. А ключа настолько маленького, чтобы одеть на трещотку. На трещотку, а на головку у меня не было. Поэтому я взял вот такой съемник для сорванных болтов. В него зажал мечик. И трещоткой вот так разработал, прочистил резьбу. Поцарапал там, конечно, краску, но по-другому у меня не получилось. Надо было закрывать резьбы во время покраски. Этот момент я тоже не учел и не подумал. Сейчас покажу, как это выглядит. Это экстрактор для сорванных болтов. Сейчас я раскручу его. Это не очень удобно. Нужен огромный ключ, у меня такого ключа нет. Но можно взять что-то другое, зажимы, но я пока что воспользуюсь тисками, так удобнее. Ну, собственно, вот у него там такие захваты. И он похож на патрон, но это экстрактор. Ну, возможно, как-нибудь, если сорвутся грани болта, я покажу его в работе. Но пока что переходим к установке топливного бака. Так, болты, насколько я помню, были вот эти. Сразу нужна трещотка, удлинитель, кардан и шестигранник, потому что там будет не подлезть. И я помню, что это было плотненько, но не ожидал, что настолько. А в итоге, конечно же, краска минус. Самое веселое. Тот болт попасть и закрутить. Все, зажимаю, и бак нужно считать установлен. Штуцеры пока не трогаю. Потом, когда определюсь, как будут проходить топливные шланги, уже поставлю их окончательно. Переходим к установке крепления двигателя. Вот сперва переднего, потом заднего. Про качество покраски я говорить не буду, так скажем. Маляр с меня явно не очень. Тут. Ну ладно, как говорится, на скорость не влияет. Если нужно будет, поправим. Вот это. Скорее всего, да. Шайбу надо одеть. И все. Шайб есть две стороны. Одна с острой гранью, одна такая гладкая. Надо одевать гладкой гранью к детали, чтобы вот этим острием не портить
краску и не портить деталь. Вот у меня все шайбы были наоборот. Это важно учитывать, когда хотите сохранять внешний вид. Хорошее сочетание получилось, красиво выглядит. Теперь ставлю заднее крепление. Вначале вертикальное. Сколько я помню, оно было вот в этой позиции под биг-блок. Я надеюсь, я угадал и не придется переставлять. Плотненько очень идет. Также шайбы ставить надо гладкой стороной к детали, а острой стороной к болту или к гайке. Вот острая сторона вот здесь и гладкая. То есть, соответственно, мы ставим вот так, острой стороной гайки. Взял болт подлиннее, чтобы можно было поставить шайбы. Да, отлично. Поменяю гайки на обычные, с колпачками гайки нам совершенно не нужны. Ключ на 17 и обжимаем. Готово. Часть установлена прям монументально. Вот так это выглядит изнутри. Согласен, что не очень. Но главное, чтобы работало, не откручивалось, никуда там ничего не выгибало и не тянуло. Теперь устанавливаем вот эту часть. Вот она, кстати, получилась достаточно хорошо по покраске. Есть тут, конечно, поры. Тут поры, вот один подтек. Но так выглядит в целом достаточно симпатично. Сейчас беру шайбы, гайки и поехали. Далее у меня вот такая штука, я не помню, в какую сторону оно должно быть, вот так или так. Это крепление под амортизатор. Поэтому я пока что просто его накину. Я его просто накину, но зажимать не буду. В принципе, я его сделал так, что зажать можно изнутри, поэтому сейчас я вот этот болт установлю. Точнее, не установлю, просто наживлю, потому что я не помню, в каком положении должен быть амортизатор. Допустим, в крайнем. Вот так это выглядит. Можно сразу поставить вот это. Хотя сейчас оно не нужно, но просто ради внешнего вида. То есть вот так. Так, для масла. Так, просто стол. А так, под запчасти, под инструмент.
на этом можно заканчивать серию. Следующая будет по приборной панели. Крепление двигателя. Вот вторая часть от него. И по коммуникациям, то есть охлаждение, вентилятор, аккумулятор, бак, топливные шланги, помпа, топливная помпа и так далее, так далее. Плюс, возможно, установка и частичная сборка одного из вот этих красавцев. В общем, в следующей серии будет дальнейшая сборка, подключение коммуникаций на стенде и, возможно, пробная сборка, установка бигблока. Все, всем пока, подписывайтесь.